сделать, чтобы эту студию открыть. У меня не было ни денег, ни понимания, как я это буду делать. У меня не было на тот момент в окружении ни одного человека, у которого был бы какой-то свой бизнес или у кого, к кому можно было бы обратиться за советом. Ничего. И я села и написала, что вот я сейчас могу начать делать, чтобы через 2 года открыть ту студию. Где я могу заработать деньги, какие источники, да, там я могу то-то, 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 в блоге я могу то-то, 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 за его пределами то-то, то-то, то-то. Мне надо зарабатывать столько-то в месяц, чтобы столько-то откладывать, чтобы через 2 года у меня была такая сумма. В общем, у меня был очень четкий план. Всем привет! Новый день, новое интервью и новая гостья в нашей студии. Эта история не просто о том, как достичь своей мечты. Это история, которая характеризует упорство, силу воли и сумасшедшую веру в себя. У нас в гостях Валерия Тимошова, блогер, основательница танцевальной студии в Нью-Йорке и девушка, которая имеет огромное количество подписчиков и людей, которые просто любят ее за ее талант и за то, как она вдохновляет и мотивирует. Лер, привет! Привет, Кристин. Ты так меня представила, очень приятно, спасибо. Во-первых, благодарю тебя за то, что пригласила. Это мое первое интервью на камеру, поэтому я немножко переживаю, если я вдруг резко забуду русский язык. Напомни мне, как разговаривать. Очень приятно быть здесь. Я очень надеюсь, что твоим слушателям будет полезно, интересно. Я постараюсь рассказать что-нибудь классное. Да, на самом деле твой жизненный путь – это пример для тех, кто, знаешь, в какой-то момент перестал верить в себя, и ему не хватает вот того глотка свежего воздуха. Как тебе удается быть всегда вот такой воодушевленной, какой мы тебя видим? Всегда ли вот она такая, Лера? Конечно, нет. Конечно, нет. Идеальная картинка только в Инстаграме. Бывает, и я устаю, бывает, не хватает времени, бывает, я сижу дома в халате с пучком на голове и думаю, боже, что мне дальше делать? Это абсолютно нормально, это жизнь, поэтому, конечно, я занимаюсь тем, что я действительно очень люблю. Все, чем я на данный момент занимаюсь в жизни, это танцы, блогинг, продвижение себя. Это вот то, чем я действительно хочу заниматься, поэтому это и дает мне энергию. То есть я просыпаюсь, у меня уже горят глаза, и я рада, что этот новый день начался, я за него благодарна, я вдохновлена, и я готова покорять, так скажем, этот мир. Вот, поэтому моя деятельность, она мне эту энергию и дает. Ты начинала путь стюардессы. Не совсем. Так. Продолжала. Продолжала. Приехала в Соединенные Штаты, открыла свою танцевальную студию. Ты знаешь, я давно на тебя достаточно подписана, и подписана с того времени, когда я еще не жила в Соединенных Штатах. Я тебе Ух открою ты, такой ничего себе. секрет. Да. То есть ты застала мой стрёмный период, да? Да, я еще тот период. Ты знаешь, он не Окей. казался стрёмным на тот момент. Ну Это да. казалось вот каким-то таким естественным Мгм. и не наигранным, что ли. Просто как оно есть. И Мгм. это цепляло. Ну да. И цепляет до сих пор. Вот этот путь становления в новой стране, как он тебе давался? Вы часто задаете вопросы, как добиться такого качественного контента, как у вас. Продакшн-студия номер 1 – это команда профессионалов в создании уникального киноконтента. Забронируйте видеографа на вашу съемку для вашего интервью или подкаста. Вы получите свет, который заставит искриться глаза, идеальный звук и изображение, от которого невозможно оторваться. Но подождите, это еще не все. Мы вносим в мир контента новое измерение, организуя многокамерные прямые эфиры ваших интервью и семинаров. Не упускайте шанс вывести ваш контент на новый уровень. Пройдите по ссылке в описании, сохраните номер и бронируйте вашу съемку в любом городе Америки. Ну а мы продолжаем. Спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь и оставляйте ваши вопросы в комментариях. И мы вам ответим. Давай, наверное, я кратенько расскажу о себе, что я вообще Расскажи. здесь делаю, чем я занимаюсь, и перейду к тому, собственно, как сейчас моя жизнь устроена. Мне 25 лет, в Америке я живу 4 года.
чуть больше 4,5. Приехала я сюда абсолютно случайно. Я не собиралась сюда приезжать, возможно, никогда в своей жизни. Это очень случайное стечение обстоятельств, и поэтому я не могу сказать, что прям Америка — это была какая-то моя мечта, и это переломный момент в моей жизни, и вот из-за того, что я здесь, вот я имею все. Я очень благодарна этой стране. Это действительно страна возможностей, но свою реализацию я начала еще задолго до того, как я здесь оказалась. Я с 14 лет работаю на себя. Первый бизнес я свой открыла где-то в 14-15 лет, еще учась в школе. Я делала тортики на заказ. Да, я помню эту историю. Да, у меня бабушка очень любила печь, и, видимо, мне это как-то, знаешь, в ДНК передалось. Я всю жизнь сидела там у нее на кухне, смотрела, как она свои там булочки, пироги, тортики пекла, и, Классно. видимо, прониклась, и у меня очень быстро получилось. Я пробовала, мне понравилось. Первые тортики для родственников. Родственники, конечно же, их расхвалили, сказали, что это самые вкусные торты, которые они вообще ели в своей жизни. Я вдохновилась. Потом мой папа пришел, говорит, давай я отнесу на работу. У него там какой-то корпоратив был. Мгм. Я испекла, помню, двухэтажный тортик ему на работу, достаточно уродливый. Но почему-то он всем очень Он был понравился. очень вкусный. Видимо, он был с душой. Да, и так у меня начались заказы. Сначала вот это какие-то были, не знаю, знакомые знакомых. Потом Мгм. я пресекла, что Инстаграм, который на тот момент только появился в России, и все его использовали, чтобы там выложить фоточки с ретрики, и я как бы поняла, что можно эту площадку использовать для заработка, что, ну, как Мгм. бы это не только развлекательный формат, и начала туда выставлять свои тортики. И, соответственно, так все началось. Это был мой первый опыт блогерства, вот с 14-15 лет, я точно не помню. И это достаточно хорошо начало развиваться, потому что я была одной из первых в своем городе, я жила в Ростове на тот момент, Мгм. кто этим занимался. И у меня было достаточно много клиентов, и я достаточно хорошо зарабатывала для девочки там 14 лет. 14-15 лет, да. Но на карманные расходы мне хватало, как бы, и все было супер. Вот. Но когда пришло время выбирать, чем я хочу заниматься в своей жизни и какую профессию я хочу выбирать, у нас же как бы, ну, не принято, что, ну, как бы, если тебе что-то нравится, то обязательно ты этим должен заниматься, ты должен выбрать серьезную, Конечно. нормальную профессию. Да. Вот. И я в такой небольшой ступор впала, потому что, на самом деле, я еще с детства понимала, чем я хочу заниматься. Меня мама в 5 лет отвела на танцы, и вот, знаешь, мне все сразу стало понятно. Вот я знала, что моя жизнь с этим будет связана. С 5 лет я танцевала всегда, вот до окончания школы. Безумно этим горела, очень хотела стать хореографом. Но в мой неокрепший подростковый мозг начали поступать советы, Ну, у нас же наставления принято взрослых. так, что танцы — это что-то несерьезное. Конечно, я очень понимаю и своих родителей, я понимаю, что они мне желают только лучшего и желали только лучшего. И, наверное, именно поэтому я нашла эту идею здравой. Знаешь, Мгм. я подумала, что, ну да, действительно, наверное, это меня не прокормит. Действительно, наверное, это хобби, и нужно идти нормальную, серьезную работу. Вот. Я решила, что я буду продолжать свои тортики развивать. Но мне нужно поступить в университет, ну, для галочки, получить вуз, получить Мгм. диплом, как все нормальные люди, да, и быть уже с этой корочкой, и дальше уже потом думать, что я с ним буду делать. И я решила просто для галочки поступить на экономиста. Мне всегда нравился, вот опять же, какой-то, знаешь, бизнес, Мгм. предпринимательство. Я там... У меня есть забавная история, которую тоже всем рассказываю. Я первые свои деньги начала зарабатывать вообще еще, вот когда вот такое была, и я завела корзиночку. У бабушки был балкон, она жила на 2-м этаже. Я завела корзиночку, клала туда записочку, положите 10 рублей, и вам там а-ля сегодня будет вам какая-то, короче, удача. Реклама — Спускала. двигатель торговли уже. Да, я спускала ее с балкона, и люди реально клали. Я так зарабатывала по 100 рублей в день. Ну, как бы, мне было 3-4, там, 5 лет. Вот, поэтому предпринимательская жилка во мне была Класс. всегда, и я так подумала, что, ну, мировая экономика — это, ну, что-то отдаленное, похожее на бизнес. Ну, пусть будет, в общем. Вот. И в это время я решила реализовать еще одну свою мечту — стать стюардессой. Это то, что меня тоже привлекало, как говорится, without any reason. Я не понимала, почему. Вот мне нравились самолеты, и мне очень сильно хотелось вот туда. Высоты не боялась. Нет, очень-очень вот что-то это было для меня манящее и интересное. И родители очень поддержали, несмотря на то, что они оба считают, что самолет — это летающий гроб, они очень боятся летать, но мы с мамой вместе начали мониторить, что делать, куда там поступать, куда можно идти работать. И, получается, я проучилась в своем университете где-то полгода. Через полгода я перевелась на заочку.
Я вообще с первого дня поняла, что, ну, это абсолютно не моя история. Ну, я не могу так. Ну, я не представляю, как можно... Ни в коем случае сейчас никого не агитирую, что высшее образование получать не надо. Надо, получайте высшее образование, особенно если вы уверены, что это то, к чему лежит ваша душа. Вот. Это действительно мне в какой-то степени помогло, там, быть изворотливее где-то, там, знаешь, находить какие-то решения, когда их там нет, договариваться, все такое. Но я понимала, что, ну, это совершенно не та специальность, и я никогда в жизни не смогу сидеть в офисе, работать на дядю, никогда. Вот это все бумажки, это для меня был ад. Вот, поэтому я перевелась на заочку, собрала вещи, и в 18 лет я поехала одна в Москву. У меня не было ни знакомых там, ни друзей, ни квартиры. Я ехала в хостел. Получается, вот эти полгода, что я училась в универе, я пыталась заработать на эту свою поездку, потому что и учеба стоит дорого. В Аэрофлоте я работала, я сейчас тоже расскажу. Ну и как бы переезд в Москву достаточно стоил дорого. Мгм. Я, ну, из обычной семьи, можно даже сказать, в какой-то степени из бедной. Вот когда в моем детстве мы, ну, достаточно небогато, мягко говоря, жили. Ну, то есть родители мне старались дать все, действительно все, что могли, и давали. Но у нас были такие моменты, когда, ну, нечего было есть буквально. Ну, не на что было купить покушать. И я Мгм. понимала, что я не могу сесть на шею родителям. У меня не было такой возможности, к счастью, наверное. И я как бы с детства уже понимала, что моя жизнь в моих руках, ну и мне надо что-то делать, если я не хочу остаться бомжом под мостом. Вот. И вот эти полгода я что я только не перепробовала. Я выучилась на бровиста, я делала брови, ресницы, я прошла курс по фотографии, я получила диплом персонального тренера, работала тренером, продолжала делать тортики. Периодически я где-то подрабатывала там то где-то официанткой, то в колл-центре, то администратором. Но это были очень краткосрочные работы, потому что я отовсюду сбегала месяц-два, и я понимала, что я не могу. Просто я не могу сидеть на месте и вот, ну, заниматься какой-то монотонной работой. Мгм. Вот, но тем не менее я там накопила какую-то сумму, плюс, конечно, мне добавили родители, за что им очень благодарна, они мне очень помогли и дали какую-то вот сумму на переезд, и я поехала в Москву одна. Не страшно было? Честно, было очень интересно. Вот я сейчас смотрю на это все, на что тогда происходило в моей жизни, и думаю, боже, ну сейчас все-таки немножко, наверное, я более такая стала уравновешенная, там, я, может, еще подумаю, прежде чем сделать, а тогда я сначала делала, потом думала. Я Мгм. не думала, что получится, не получится, я такая, едем. Вот. И достаточно все, в принципе, хорошо сложилось. Ну, не учитывая тот факт, что меня сначала не взяли в Аэрофлот из-за татуировок, и мой процесс поступления в эту авиакомпанию затянулся на год. М. Там очень сложные этапы отбора, всякие интервью, слушания какие-то, медкомиссия очень серьезная, которую тоже очень сложно пройти, к которой нужно Мгм. реально готовиться. Вот. И, получается, работать я начала только через год. Вот 19 лет мне было, я полетела в свой первый рейс. Я была просто на седьмом небе от счастья. Это была действительно вот такая мечта, прям мечта. Поэтому, ну, танцы я уже, ну, как бы, Ну, понятно. да, очень хотелось вернуться, но я такая, ну, окей, как-нибудь потом, ничего Всему свое страшного. время. Да, и я вот вся полностью с головой ушла туда, мне очень нравилось. Я была в розовых очках, вот таких вот огромных розовых, не видела абсолютно ничего. Мне казалось, что это идеальная работа и идеальная жизнь. Мне 19 лет, я живу одна в Москве, платили очень хорошо, особенно, опять же, для девочки Мгм. 19 лет. Я путешествовала, смотрела мир, ну, как бы все было прекрасно. Но в какой-то момент я начала понимать, что, ну, в этой работе очень много того, что немного не состыкуется с моими какими-то жизненными принципами, что ли. Это не то, чем я смогу заниматься всю жизнь. В Мгм. общем, я попробовала, поняла, что да, спасибо, мне было классно. Я очень благодарна этой работе за то, что она, опять же, показала мне мир. Это было очень интересно, правда. Вот это вот часть моей жизни, которую я буду рассказывать своим внукам. Очень классно, вот прям. Это работа мечты, мне кажется, для любой девочки. Вот, но я просто через 1,5 года поняла, что надо двигаться дальше, и начала продумывать пути отступления. Что я буду делать со своей жизнью, чем мне дальше заняться. Но думать пришлось недолго, потому что мой муж, на тот момент мой парень, сказал, что он переезжает в Америку. Он просто пришел и сказал, давай переедем в Америку. Ну, у меня был шок. Ну, у меня, в принципе, в жизни все нормально было. У меня были какие-то свои там планы примерные, да, чем я займусь. Я была в командировках несколько раз в Дубае, мне очень понравилось. Я думала, может, в Дубай Мгм. переехать. И тут как бы он приходит и говорит, нет, мы едем в Америку.
Я такая, ну, спасибо, конечно, за предложение. Очень большой поворот. Да, но я сказала, что я не могу так просто взять и все бросить, потому что у меня остался еще 1 год универа. Ну, то есть глупо бросать универ, на который ты потратила там 3,5 года. М. Осталось совсем чуть-чуть. Вот-вот я получу этот диплом. Ну, как я могу взять и уехать, да? Тем более я еще параллельно второе образование получала. Там вообще осталось только госэкзамены сдать, и все. Вот буквально несколько месяцев. И плюс у меня еще был контракт с Аэрофлотом. Ты когда поступаешь к ним на работу, подписываешь контракт, что вот а 3 года ты обязан проработать в этой авиакомпании, иначе ты платишь большую сумму денег, чтобы разорвать этот контракт. Даже так. Вот. И у меня еще был контракт на 1,5 года. Я успела только 1,5 года отработать, и я смотрю на него и говорю, но я не знаю, я не смогу. Давай ты поедешь один, а я потом приеду. Я вот делишки свои закончу, и потом поеду с тобой. Ну, в общем, он поехал первый. Через полгода я получила визу в Америку туристическую, собрала небольшой чемодан, сложила туда купальники, и в отпуск На отдых поехала. ехала. Просто в отпуск. Я до сих пор, опять же, не понимаю, как, что мной двигало в тот момент. Я собрала небольшой чемодан. Дома у меня в холодильнике осталась еда, знаешь, там вещи развешаны на Мгм. вешалке, сушатся. И все, собственно, я поехала в отпуск, и из отпуска я вот до сих пор не вернулась. И так и осталась. Я приехала, ну, во-первых, я очень устала от отношений на расстоянии. Мы еще до его переезда 1,5 года жили, получается, Ростов-Москва. М. Я жила, работала в Москве, а он доучивался в Ростове. Ростов — это мой, считай, родной город. Я вот с 8 до 18 лет я там прожила. Вот. И просто это очень меня измотало, измучило, я очень соскучилась. Ну и, в принципе, любовь странные вещи творит с людьми. Я приехала и такая, why not? Просто одним днем решила, что я остаюсь. И так начался мой путь в Америке. Позвонила маме, сказала, что мам, можно Мама я в Америке отпустила. останусь? Мама отпустила. Конечно, у меня, я не знаю, вот у меня родители, какие бы вот crazy идеи не приходили в мою голову, ну, они все, да, хорошо, да, окей. Они очень Мгм. спокойно отреагировали и сказали мне, что они знали, что так и будет. Причем я действительно ехала с намерением в отпуск, и когда я приехала в Нью-Йорк, мне абсолютно не понравился. Первое, куда мы пошли, это на Таймс-сквер. Как бы я выхожу с метро, у меня вот здесь вот на стене сидит вот такой таракан, мне перебегает дорогу вот такая крыса, тут бомж, тут кто-то сидит, колется, тут гора мусора, тут еще одна вонь. Это было летом. Я смотрю такая на мужа, что? Почему ты выбрал это место? Ты не мог найти что-то, ну, посимпатичнее? Вот. Но, опять же, почему-то я почувствовала, что мне нужно остаться именно здесь. Вот просто никаких вообще не было задних мыслей. Я приехала и поняла, что, ну, я остаюсь. Вот. Первое время мы жили, как все, наверное, иммигранты. Работали на грязных работах, жили в маленькой комнате с тараканами, с мышами. Было такое, что по моим вещам ползали тараканы. Было Твоя такое, реакция что вообще в это время, что происходило в твоей голове? я почти каждый день собирала чемоданы домой, в Россию. Вот практически каждый день. У меня первое время была депрессия. Постоянно я плакала. Было такое, что я закрывалась на работе, в туалете рыдала и с опухшими красными глазами выходила, пыталась работать дальше, как ни в чем не бывало. Вот. И так длилось первые полгода. Ну, плюс-минус. И в это время я не сидела сложа руки, я пыталась наладить всю свою жизнь, которая была до этого у меня. У меня был шок, потому что, ну, как бы предыдущие там 20 лет своей жизни я каждый день выбирала сама, чем я хочу заниматься, что я хочу делать, какой я вижу свою жизнь, Мгм. знаешь, и вот это все. А тут просто тебя кидают в болото и говорят, выбирайся. И ты такая, ничего не понятно, ты просто вот как ребенок учишься заново ходить. Как ребенок в год Если встает и достаточно ты молодая девочка, в твоей голове, конечно, на тот момент какие могли пом- вообще процессы происходить? э, Процессы потеряшки. да, это было достаточно сложно. И, в общем, я пыталась и тортиками здесь заниматься, и клиентов брать на брови ресницы, и фотографировала. В общем, я занималась всем, чем до этого занималась в жизни, кроме двух вещей. Это блогинг, первое, и танцы. Кроме двух вещей, которые мне больше всего в жизни нравились. Мгм. Потому что, ну, все еще, наверное, в голове сидела эта установка, то, что, ну, это хобби, денег я на этом не заработаю, и нужно найти нормальную работу.
И вот, собственно, я этим пыталась заниматься. В принципе, у меня достаточно уже хорошо начало получаться, появлялись первые клиенты, я уже начала даже думать, может быть, там, кондитерскую открыть свою, ну, когда-то в будущем. На тот момент у меня было 0 примерно денег. Мы как бы снимали дешевую комнату, мы жили в малюсеньком доме на 10 человек, с одним туалетом на 10 человек. Ну, короче, весь иммигрантский набор у нас был. И это были просто как такие мысли в космос, знаешь. И потом случился ковид. И вот он поменял все. Это был такой момент, когда появилась возможность просто сесть, выдохнуть. Я была просто как белка в колесе, я работала на своей работе, отвратительной, сутками просто с утра до вечера. Иногда мы работали на 2 работах в день. Параллельно я пыталась печь торты, фотографировать, делать брови, просто общаться как-то с людьми, ну, в общем, налаживать как-то свою жизнь. А тут просто все закрылось резко. Ничего не работает, работа наша закрылась, на улицах перекати поле, ну, просто ничего. И ты такой сидишь, и у тебя появляется возможность посмотреть вообще на свою жизнь со стороны, куда ты вообще идешь, что с тобой происходит и куда ты хочешь двигаться дальше. И это было очень для меня крутое время, потому что в первые же дни ковида, когда вот локдаун случился, я завела блог новый. До этого вот то, что у меня был, вот этот блог с 14 лет, а-ля там с тортиками, с моей какой-то жизнью, я его оставила, и я решила а-ля начать с чистого листа. Завела блог про жить в Америке, и это практически сразу же выстрелило. В первую неделю у меня видео вылетело на 1 000 000 просмотров, и где-то за первый месяц, может, 1,5, я набрала первые 100 000 подписчиков. То есть это пошло просто сразу. Потому что на тот момент, когда я начала это делать, в Америке практически не было блогеров, которые делали бы что-то подобное. То есть это были какие-то блогеры, которые, ну, просто там вели странички в Инстаграме и постили туда фоточки, да, там на фоне Empire State. А я начала вести блог вот именно в лайв-формате. Я рассказывала про то, как там в Америке все устроено. Давай, Ну, я вот это, помню. знаешь, не будем вспоминать Я помню. эту кринжовую главу моей жизни. Ну, послушай, это та глава твоей жизни, которая дала тебе Согласна. глоток свежего воздуха. Конечно, она дала мне очень хороший старт, и тогда обо мне и узнала большая часть моей аудитории, на самом деле, с моих видео в ТикТоке. Да. На данный момент вот у меня 1 300 000 в ТикТоке, 153 000 подписчиков в Инстаграме. И вот это все началось в тот период. И это все пошло-поехало, начало все вируситься везде. Люди начали приходить в Инстаграм. И также в это же время у меня появилось много свободного времени, чтобы заняться танцами. Я сначала начала заниматься дома, покупала разные онлайн-курсы. Потом, когда более-менее уже начало что-то открываться, я начала брать классы у классных каких-то хореографов, прокачиваться, вспоминать вообще, как двигать своим телом, потому что у меня тело задеревенело за несколько лет. Я помню этот момент. Ты Это ты тоже выкладывала, видела, да? ты выкладывала, и столько осуждений было у людей. Да. Как ты Я воспринимала еще... это все? Мне, знаешь, мне нравилось в тебе, когда пишет, боже, ну перестань, это там не твое, зачем тебе нужны эти танцы? Но ты продолжала все равно упорно это делать. Я еще имела наглость говорить, что я открою свою танцевальную студию. Это так людей триггерило просто. Да куда ты? Сиди, занимайся, вот это вот, иди, там тарелки свои разноси, да куда ты пошла? То стюардесса, тут танцы, тут тортики. Ты определись, чем ты хочешь заниматься в своей жизни. Танцы — это вообще не твое. Ну, короче, ну вот этот вот весь набор. Но меня это не останавливало, потому что когда я только начала развивать свои блоги, был такой момент, когда меня заметили российские пропагандисты. Да, я помню этот момент тоже Да. хорошо. И то, что я пережила тогда, это вообще несравнимо ни с чем. То есть, когда мне теперь какая-то чувиха в Инстаграме пишет, что ты уродливо танцуешь, это смешно. Как бы я прошла афганскую войну. Она такая, обожаю, продолжи уродливо танцевать. Потому что тогда на меня обрушилась такая волна хейта, что каждый день мне желали и смерти, и говорили, что найдут меня в Нью-Йорке. На всю страну там обсуждали, что я там агент Белого дома, Навального, что меня там подослали. И, ну, в общем, называли всеми лестными словами, которые вообще существуют. И вот эти все люди, про которых я сейчас говорю, записывали про меня свои ролики на свои YouTube-каналы. Я даже засветилась на федеральных каналах. Ну, звезда была, звезда, да. Да. И поэтому после того хейта, который я тогда получила, у меня как будто бы, знаешь, броня вообще железная выросла, и я не воспринимаю абсолютно никакие слова в свой адрес. Ну, то есть это до меня просто не долетает. Тогда это дало мне реально вот силу
Они думали, что, ну, наверное, наоборот. Как-то для меня это было Мгм. толчком, мотивацией, и это меня реально закалило очень сильно. Поэтому сейчас хейт меня, в принципе, вообще никак не трогает. Вот. На чем я остановилась? Да, начала заниматься танцами, начала набирать свои группы. Ну, тяжело было, наверное, набрать только первые там 2. Я там собирала эти несчастные 10 человек там месяц. Вот. Но потом все пошло просто как по маслу, потому что я считаю, что когда ты встаешь на свой истинный путь, все очень легко происходит. Вот у меня так и случилось, все очень легко происходило. То есть и блог сразу начал расти, и монетизировать я его сразу научилась, и достаточно хорошо, и танцы сразу пошли, очень хорошо заработала сарафанное радио, и вот за 2 года у меня уже были самые большие классы по Нью-Йорку. И перед открытием студии, вот один из моих последних классов, я его провела на 100 человек. Вот, и, в общем, так мой, путь начался. Потом, что было, ты знаешь, я взяла все свои активы за все прошлые года своей жизни, за прошлые 25 лет, 24, и вложила их вот в свое дело, открыла студию. Также с недавнего времени я с мужем запустила бренд одежды. Вот, и есть еще парочка проектов, которые я хочу в И ближайшее я не время реализовать. сомневаюсь, что у тебя это получится. Вот Знаешь, такие вот дела. что бы ты пожелала тем людям, которые сейчас, возможно, работают не на любимой работе, очень хотят что-то поменять в своей жизни, но боятся? Знаешь, как зачастую мы очень, Мгм. э, как говорят, выйти из зоны комфорта, мы зачастую этого сделать очень боимся. Нас постоянно пугают, наш как бы менталитет, нам закладывали всю эту Конечно, да. информацию. Вот что бы ты пожелала, возможно, какой-то совет дала бы? Во-первых, хочется сказать, что бояться это абсолютно нормально. Возможно, люди, которые что-то делают классное, кажутся со стороны какими-то бесстрашными, но это абсолютно не так. Я всегда боюсь, мне всегда страшно, но вот что отличает людей друг от друга? Одни в этот страх идут, а другие, ну, как бы продолжают бояться. Ну, то есть невозможно избавиться от страха, ты всегда будешь бояться. Ну, бояться все, это нормально, это обычное человеческое чувство, всем свойственное. Всегда будет страшно. Просто, ну, нужно найти в себе силы и научиться с этим страхом жить, и научиться в него идти. Вот. Что бы еще посоветовала тем, кто работает не на любимой работе, а, пробовать, много пробовать, потому что очень часто люди, вот я веду блог, и я знаю людей хорошо, очень многие мне пишут, что вот Лера, ну как ты нашла свое предназначение, ну вот как тебе повезло, вот ты родилась, и вот ты сразу знала, что ты хочешь делать. Вот, ну просто, какая у тебя прекрасная, замечательная, везучая жизнь. И я могу спросить у этого человека, чтобы вот найти свое предназначение, ну, сколько раз ты что-то попробовал? Вот ты работаешь на своей нелюбимой работе, там, годами, да? Ну, ты Да. что-то пробовал помимо нее? Ну, если даже да, но это обычно там 2-3 попытки. И я знала, чем я хочу заниматься, тем не менее, я перепробовала просто миллион разных ниш, профессий, проектов, были удачные, были неудачные. И благодаря этому я четко знаю, что мне нравится и что я хочу. Ну, то есть это не так работает, что вот ты рождаешься, и Мгм. вот ты четко знаешь, ну, у кого-то работает, как бы у большинства людей нет. Это работает так, что ты пробуешь все, отсекаешь то, что не твое, и оставляешь как бы то, что тебе нравится. Вот, поэтому много пробовать, и, наверное, относиться к ошибкам проще. Я очень просто отношусь к ошибкам, и, точнее, я их люблю, потому что, ну, на каком-то хорошем опыте ты не учишься. Ты Однозначно. учишься, когда у тебя какой-то Да. провал, ты сидишь, не понимаешь, что делать, как это разрулить, но это тебя растит как личность просто икс 100. Поэтому вот чем больше у вас будет ошибок, тем быстрее вы добьетесь тех поставленных вами целей, которых хотите. Насколько легко тебе далось открыть свою школу танцев? Сидела просто на диване, встала и Я открыла. знаю, что ты грезила этой мечтой давно. Ты так долго подбирала помещение, выбирала. Это не то, здесь что-то не получилось. Постоянный поиск. На Расскажи этом вот это вот немножечко, нас окуни в этот процесс, чтобы вам, друзья, не казалось, что все вот у успешных людей происходит вот по щелчку пальца. На самом деле все по-другому. вообще самое сложное было, наверное, до.
Ну, то есть студию я открывала на тот момент, когда у меня уже было собрано достаточно знаний, потенциала, денег. Как бы я это делала подготовленное. То есть это не было так, что я такая: открою-ка я студию, вообще не имея никакого понимания, как я это буду делать, не имея денег, ничего, вот просто на энтузиазме». Нет, я на тот момент, когда я ее открывала, я уже до этого 2 года я готовилась к тому, чтобы ее открыть. Как бы, но тот факт еще, то, что я, в принципе, с детства знала, что что-то такое в моей жизни будет, и этим занималась, и как бы какой-то предпринимательской деятельностью занималась, поэтому, в принципе, этот мир мне был, ну, как бы немного понятен. Но за 2 года до открытия студии я четко села и прописала план, что мне надо сделать, чтобы эту студию открыть. У меня не было ни денег, ни понимания, как я это буду делать. У меня не было на тот момент в окружении ни одного человека, у которого был бы какой-то свой бизнес или у кого, ну, как бы, к кому можно было бы обратиться за советом. Ничего. И я села и написала, что вот я сейчас могу начать делать, чтобы через 2 года открыть ту студию. Где я могу заработать деньги, какие источники, да, там я могу то-то, 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 Мгм. в блоге я могу то-то, 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 за его пределами то-то, то-то, то-то. Мне надо зарабатывать столько-то в месяц, чтобы столько-то откладывать, чтобы через 2 года у меня была такая сумма. В общем, у меня был очень четкий план, и я его придерживалась, как говорится. И вот 2 года я достаточно много работала. Я постоянно запускала группы в Нью-Йорке, работала почти каждый день. Делала всякие различные мастер-классы и здесь, и в Нью-Йорке, и в Мгм. Лос-Анджелесе, и онлайн очень много реализовывала разных проектов, и просто для заработка, и там просто для души. Очень много чего. И вот это было самое сложное. Подготовка, так скажем. Мгм. Во-первых, заработать на это все, потому что финансово мне никто не помогал. Студию я открыла полностью сама на свои деньги, которые заработала до этого за 2 года. То есть со своих танцев, с оффлайн, каких-то мероприятий, там, классов, групп, каких-то еще различных там нетворкинг-встречи я Мгм. устраивала, какие-то там конференции, чё я только не делала. И со своей онлайн-деятельности я монетизировала блог тоже абсолютно разными способами. Сначала там продавала рекламу, потом какие-то гивы делала, конкурсы, потом начала делать какие-то свои инфопродукты, свои личные, партнерские. Очень много разных проектов я запустила в Инстаграме. Вот, и какие-то были успешные, очень, какие-то были Мгм. вообще неуспешные, я с них ничего не заработала, ушла в убыток. Опять же, это абсолютно нормально. Опыт. Вот, и вот это было самое сложное. Как бы, когда я уже начала открывать студию, я еще взяла несколько консультаций у предпринимателей. И я нашла людей, у которых уже есть то, что я хочу. Это какие-то либо владельцы студий, не в Мгм. Америке. В Америке я разговаривала с одной девочкой, все остальное это был Казахстан, Россия, Дубай. То есть это какие-то русскоговорящие предприниматели, которые для своего русскоговорящего комьюнити в другой стране строили свой бизнес, Мгм. открывали там студии. И я поняла, что их опыт мне будет очень ценен, и как бы зачем учиться на своих ошибках, когда можно научиться на чужих. Вот, и Интересно. я брала у них консультации, не то чтобы прям мне давали прям четкий план, что делать, но достаточно много информации я так взяла, плюс полностью погрузилась вообще в эту тему бизнеса, предпринимательства, Мгм. постоянно какие-то подкасты слушала, какие-то книги читала. Ну, в общем, полностью моя жизнь из этого состояла. И на тот момент, когда я начала открывать студию, единственная сложность осталась, вот прям реально большая сложность, это найти помещение и ремонт. Вот Ты участвовала в нем полностью. Я видела. это было отвратительно. Мне в какой-то момент показалось, что ремонт это хуже, чем иммиграция, реально. Если у вас есть возможность не делать ремонт, никогда в жизни не делайте, потому что это убивает психику. Вот. И помещение я искала очень долго, больше года. Потому что в Нью-Йорке с коммерческими помещениями для моего типа бизнеса сложно. Во-первых, я хотела на Манхэттене, а Манхэттен это полностью как бы офисный Мгм. остров, и 95% помещений, что там есть, офисный. И, естественно, никто туда не возьмет танцевальную студию. Плюс город достаточно старый. Мне нужны были там хорошие полы, хороший потолок, хорошая Мгм. звукоизоляция. Очень, очень много моментов. У меня был вот такой список критериев, которые мне нужны. Даже, знаешь, не в таком плане, что вот я хочу там окна вот такой формы, там полы такого цвета. Нет, это были просто критерии, без которых я не смогу открыть свой бизнес. Ну, то есть что-то вот Мгм. без чего вообще никак. И это было очень сложно найти. Плюс, чтобы арендовать коммерческое помещение, особенно первое для твоего бизнеса, тебе просто залезут в трусы.
тебе нужно показать все, всю свою подноготную. Опять же, чем же я занималась вот эти 2 года до Мгм. открытия студии, я налаживала свою кредитную историю, платила налоги исправно. В общем, готовила почву, чтобы показать, что я хорошо зарабатываю, что я плачу налоги и что я могу себе позволить это помещение. Вот, но все равно очень много документов разных просили, а там предоставьте нам стейтменты за 12 месяцев, каждую трату, то есть не просто там сколько у вас денег на счету, а распечатайте вот такую вот папку. В Америке это намного сложнее, на самом деле. К Да, этому нужно быть готовым. да, и вот это, конечно, меня шокировало, что вот, ну, за год нужно было показать там каждую трату, что у тебя была, там, не знаю, вплоть там в магазин сходила, хлеб купила, это все нужно было показать. Ну, в общем, вот это было действительно сложно. И были даже такие моменты, что я психовала и на 2 месяца там переставала этим заниматься. Я там ищу помещение, каждый день хожу, смотрю, какие-то там иногда мне нравились, я подавала заявку, мне там либо не одобряли, потому что первый бизнес, первое Мгм. помещение, либо просто это не подходило под мой тип бизнеса, и просто говорили, ну, извините, танцевальную студию мы не возьмем. И просто в какой-то момент, вот я 2 месяца хожу, знаешь, просто с утра до вечера, у меня куча дел, кроме этого, я хожу там там, с 10 до 4, смотрю кучу помещений, все не то, везде отказывают, и в какие-то моменты я прям, ну, уже просто опускались руки, и я такая, окей, я возьму перерыв. Я на 2 месяца уходила в работу, занималась какими-то другими аспектами, возвращалась, опять искала, потом опять разочаровывалась, опять, ну, как бы уходила, Мгм. и так было несколько раз. И вот, считай, за год, чуть больше, я нашла идеальное помещение, такое вообще, на которое я даже не могла рассчитывать в начале поисков. Поэтому, опять же, все к лучшему. Я очень благодарна, что вот все эти помещения, что мне отказывали, спасибо им огромное, реально. Вот спасибо им от всей души. Всё И пришло в свое время. 100%. И, возможно, если бы тогда нашлось какое-то помещение, все было бы совсем не так. То есть, сейчас, за 3 месяца студия работает полностью без меня. Я вот сейчас с тобой разговариваю, я понятия не имею, что там происходит. Там сейчас идут классы, полные залы. Не знаю вообще, как там у них дела. Я пишу администратору, спрашиваю там: "Ну чё, как?" "Нормально". "Ну, окей, пока". Вот. И не факт, что если бы я нашла там это помещение год назад, было бы так же. Скорее всего, нет. Я была, скорее всего, тогда не готова ни морально, ни физически, ни материально, потому что, конечно, за это время, что я не могла найти помещение, я заработала больше денег, смогла себе позволить лучше помещение. Вот, поэтому все к лучшему. Какова роль поддержки твоих подписчиков в твоей жизни? Ну, конечно, я очень люблю свою аудиторию, и я очень люблю свой блог. Это для меня, знаешь, даже не про какой-то бизнес и не про деньги. Я, кстати, давно не продаю ничего в блоге. Вот с тех пор, как я начала заниматься открытием студии, я закрыла все свои онлайн-проекты, я поняла, что реальный бизнес на данном этапе в моей жизни мне более интересен. То есть вот все проекты, которые можно потрогать, пощупать, это для меня сейчас более Мгм. интересно, чем онлайн. В онлайне я вот 4 года была, и я попробовала все возможные форматы. Как бы этот мир мне абсолютно понятен, и я решила уйти в оффлайн. Но, тем не менее, блог — это для меня такая отдушина, как личный дневник. Я делюсь там всем и какими-то провалами. Вот почему у меня очень лояльная аудитория. Я стараюсь как бы не транслировать только какую-то хорошую часть своей жизни. Мгм. Вот смотрите, какая классная. Я вот там студию открыла, и все так зашибись, никаких проблем у меня нет, все круто. Вот, я также стараюсь делиться какими-то неудачами, провалами, какими-то грустными, возможно, ситуациями в моей жизни, там, личными проработками, которые я прохожу, и поэтому у меня достаточно хорошая, теплая связь с аудиторией. И я как бы даже не представляю свою жизнь без вот моего вот этого маленького домика, моих подписчиков. Поэтому, конечно, я очень люблю свою аудиторию, и это действительно поддержка, это действительно вдохновляет, когда ты заходишь, и ты видишь, что какие-то чужие люди, которые вообще никогда в жизни тебя не видели, они тебя не знают, они тебя поддерживают, они тебе желают там удачи, успехов, говорят, какая ты классная. Но это реально очень приятно, очень вдохновляет, и поэтому, ну, конечно, какая-то роль в этом тоже есть. Америка — это та страна, о которой ты мечтала жить в этой стране, или все же ты считаешь, что Америка — это не точка преткновения? Как я уже сказала ранее, я вообще не собиралась жить в Америке никогда, но я считаю, что важно не где, а с кем и как. Ну, я думаю, что реши мой муж там, не знаю, переехать в какую-то другую страну. Хотя, ну, сложно так говорить, я не знаю.
Ну, то есть Америка действительно хороша тем, что здесь открыты вообще все дороги. Ну, тут очень легко открыть бизнес, очень легко его вести, очень ценится труд, особенно такой, знаешь, уникальный, так скажем, ценится хороший сервис. Ну и достаточно легко здесь русскоговорящему комьюнити Мгм. что-то в бизнесе хорошее построить, потому что, ну, сервис здесь отстает лет на 20 от СНГ. Казалось бы, да? Да, поэтому, в принципе, это достаточно, ну, перспективная страна для всех предпринимателей, я считаю. Вот. Ну и плюс, конечно, я здесь себя чувствую свободно. Я не уверена, например, что в своей родной стране, точнее, я уверена, что в своей родной стране я бы не смогла, например, вести блог вот так, как я сейчас его веду. Мгм. Я бы не смогла активно выражать свою какую-то гражданскую, опять же, позицию. Вот. Даже находясь в Америке, мне иногда как бы, Мгм. ну, ты понимаешь, о Да, чем я, да? да. Потому что даже находясь здесь, как бы какую историю я прошла и куда я попала, так скажем, да? Представляешь, что бы было, если бы я была там. Поэтому, конечно, вот за ту свободу и за те возможности я очень благодарна этой стране, я очень благодарна своему мужу. Хотя, конечно, в моменте 4 года назад мне казалось, что он сошел с ума, что зачем тебе это надо, нормально же жили. Вот, но я ему очень благодарна, потому что я понимаю, что это было очень вовремя. И я бы не смогла вот то же самое реализовать в России. Но я не говорю о том, что Америка это прям точка а-ля преткновения и точка, куда надо вот прям это вот какая-то идеальная страна. Нет, здесь достаточно своих минусов, и минусов, как и везде, в принципе. Поэтому самое главное, опять же, это как и с кем. Если вы переезжаете в любую другую страну, я уверена, что и там можно реализовать свои все таланты и прекрасно жить. Как ты видишь свою танцевальную студию, возможно, несколько лет вперед, если мы зададим курс? Ну, на несколько лет вперед я, наверное, так далеко не планирую, но там годик-два у меня максимум горизонт планирования обычно. Может, франшиза? Я думаю, что, точнее, я не думаю, я уверена, что в ближайшее время я начну заниматься открытием филиалов. Первый город, в котором я открою студию, это, скорее всего, будет Майами, потому что сейчас, когда я искала студию для проведения своего класса, я решила провести здесь класс. И, ну, сказать, что я в шоке, это не сказать ничего. Я думала, что в Нью-Йорке проблемы с танцевальными студиями, но у нас нет никаких проблем по Нам не сравнению с хватает Майами. Леры в Майами. Да, мне так тоже кажется. Вот, поэтому, ну, думаю, что в ближайший год смогу реализовать ту идею. Хотелось бы сеть по всей Америке. Хотелось бы... Насчет франшизы тоже возможно, но, опять же, я так далеко пока не заглядываю. Я открыта ко всем Я за тебя заглянула. возможностям. Я знаю, что будет. Я знаю, что все будет. У меня есть стопроцентная уверенность, что, ну, как бы все, что я захочу, у меня будет, потому что, ну, это самое главное. Как бы, когда ты чего-то хочешь, и ты понимаешь, зачем тебе это надо, и ты действительно что-то делаешь по направлению как бы своего желания, то все как бы все будет хорошо, у тебя это будет. Вот, поэтому я не сомневаюсь, что все будет хорошо. Просто вот на ближайшее время цель это открыть несколько студий по Америке. Вот. Также хотелось бы развивать бренд одежды. Хотелось бы свое производство, потому что тоже в Америке это очень дорого и, ну, не всегда качественно, как оказалось. Поэтому, Красиво. Не возможно, всегда даже красиво. возможно, мы бы открыли свое именно производство. Также хотелось бы наладить доставку по всему миру, чтобы это было не только по Америке, сейчас у нас только по Америке. Хотелось бы это расширить на весь мир. Вот. Шоурум свой. Было бы очень классно. Мы уже даже нашли помещение под него. И сейчас думаем, насколько это как бы целесообразно на данном этапе это делать. Но в любом случае мы это сделаем, я думаю. Вот. И остальные мои проекты, я думаю, что твоя аудитория и моя аудитория может Конечно, мы еще посмотреть. увидим. Да. Самое, что интересное, друзья, сидит вот такая маленькая Лера, поверьте мне на слово, она прям маленькая, тоненькая девочка. Но энергия вот такая какая-то прям сверхмасштабная, вселенская, огромная, которая не знает границ. И с каждым разом ты прям становишься все шире, шире, шире. Это круто. Ты растешь, и растешь не какими-то маленькими шагами. Ты прям наступаешь огромными, переступаешь все сложности, несмотря там на какие-то, а, что кто-то говорит, кто-то чем-то там недоволен, кто-то говорит, что там что-то не получится. Ты прям переступила и пошла дальше.
И это круто. Ты огромная молодец. Спасибо. На самом Если... деле, когда так говорят, Не говори мне, что что ты сейчас такая: "Ой, да нет, ну". да нет, я понимаю, что молодец. Я здраво оцениваю как бы себя, но я только в начале своего пути. Это буквально, ну, 5-10, может, максимум процентов, от моего потенциала, и все впереди, поэтому Я с берите удовольствием буду попкорн. я с удовольствием буду наблюдать за этим. Вспоминаю вот ту маленькую Леру, девочку, которая начала готовить тортики, и уже пошла предпринимательская жилка. Какой бы ты ей совет дала в прошлое? Наверное, просто сказала бы: "Ты все правильно делаешь, молодец, продолжай". Все. Я считаю, что все в моей жизни так, как должно быть. И даже все мои неудачи, падения, без них я не была бы такой, как я сейчас. А мне нравится то, какая я сейчас. Вот, поэтому ничего бы не меняла, не заглядывала бы в прошлое, только вперед. Расскажи о своем каком-то таком самом ярком, возможно, факапе, который ты можешь вот сейчас навскидку рассказать на пути открытия своего детища, своего бренда студии. Ну, самый большой факап — это, наверное, поиск помещения, потому что, спустя год мне уже просто все подписчики писали, что: "Ой, да что ты вот это рассказываешь, вот это ходишь по приколу, смотришь свои помещения, да что ты вот это вот". Все думали, что ты хайпуешь. Да, и, в какой-то момент у меня действительно, знаешь, уже начали закрадываться какие-то мысли, что это было просто похоже на какой-то вселенский заговор, знаешь. Но настолько были абсурдные ситуации. Например, вот я прихожу, мне все нравится, идеальное помещение, но мне подходит, я подаю документы, меня одобряют. Мне звонят за день до подписания документов и говорят: "Ваше помещение сдали кому-то другому". Хотя это, в принципе, ну, как бы не совсем законно, потому что когда ты подаешь application и тебя одобряют, они не Да. могут даже не показывать это помещение кому-либо, а они его сдали кому-то другому. Или там просто звонят и говорят: "Мы передумали". Или, ну, в общем, ну, такие были ситуации абсурдные. Знаешь, я там выхожу в блог и говорю: "Ребята, я наконец-то нашла помещение своей мечты. Все, я завтра подписываю контракт". И завтра происходит вот это, и я выхожу в блог и такая: "Ну нет, не Не сейчас". сегодня. И так было раз 10. Ну, типа, ладно, один раз, 2, но когда это происходит очень много раз, даже, может быть, не знаю, может, больше, может, 20. Ну, вот когда я реально была очень близка к тому, Мгм. чтобы уже начать, но я не знаю, ну, видно, вселенная меня как-то Закаляла. отговаривала, я так бы сказала, потому что, наверное, это просто было не время. И опять же, я очень благодарна за все вот эти вот моменты, всем этим помещениям, потому что на самом деле я нашла помещение в 100 раз лучше, чем какое-либо до этого я смотрела. Вот правда. И я сейчас понимаю, для чего это все было. Тогда, конечно, мне казалось, что, боже, ну что это уже за какой-то, я не знаю, порча. И мне даже, знаешь, очень много у меня тоже проработанной аудитории, и они мне писали: "Лера, тебе надо проработать родителей. Лера, тебе надо проработать намерения. Лера, тебя что-то останавливает. Лера, ты не понимаешь, просто у тебя историчные выгоды". И на самом деле я сама очень люблю психологию, я много занималась с психологами, мне очень интересна эта тема, но уже люди, ну вот прям до крайности какой-то доходили, что говорили мне, что это все там, потому что а вот ты какая-то не такая, у тебя там не сильное намерение, и, ну, как бы не совсем, скажем так, приятно это было слышать, и, ну, достаточно сложно было каждый раз после вот такой вот ситуации, Мгм. когда, ну, ты уже вот-вот, ты выходишь и рассказываешь, что, ну, все уже готово, а на следующий день тебе нужно выйти и сказать, что, ну, как бы нет. И, ну, все эти ситуации, правда, очень закалили, и... Люди так часто хотят вот прям копать Мгм. куда-то не в ту сторону проработками. Ну да, возможно, там прорабатывать что-то нужно, но все вот, ты знаешь, так модно сейчас стало все эти дыхание маткой, проработка рода. Вместо того, чтобы заниматься действительно делом и направлять себя, обучать себя в этом направлении, люди отвлекаются на какие-то такие вещи, которые, в принципе, не принесут каких-либо плодов в той цели, в той мечте, которая поставлена. Вообще, я бы сказала здесь так, что одно без другого не работает. Вот есть категория людей, которые дышат маткой, как ты Мгм. сказала, медитируют 24/7, делают практики и не делают никаких реальных действий.
и ничего не получают. Да. А есть категория людей, которые только херачат, не отдыхают, никак вообще не узнают себя, не познают Мгм. себя, у них абсолютный дисконнект вообще со своим телом, со своей головой, у них куча каких-то программ, установок в голове, которые им очень мешают достигать каких-то реальных целей, и вот одно без другого просто не работает. Нужно И и там там, успеть, и то и там. совмещать, и то совмещать. И Мгм. только так, как бы, работа с головой, работа там практики тела и так далее, и работа на материи, да, реальные какие-то Мгм. физические действия, только так ты можешь получить какой-то результат. Одно без другого не работает. И вот ты правильно сказала, сейчас просто такая тенденция в Инстаграме, а-ля вот деньги в легкости. Мгм. Практика денежная. Ну да, и люди почему-то забывают, что, ну, есть еще необходимость реальных действий, потому что, ну, конечно, легче верить в то, что можно, ну, вот посидеть на диване, Волшебство. помедитировать, встать и стать миллионером. Волшебная таблетка. В это легко верить, это приятно. Приятно верить в то, что, ну, можно ничего не делать и получить все. Мгм. Никому не хочется верить, как бы даже некомфортно осознавать, чтобы что-то получить, надо работать. Ну, типа, так себе мысль Ну да. неприятная, да? Ну, типа, что надо вставать каждый день, Мгм. совершать какие-то действия, идти в свои страхи, делать то, что тебе неприятно, страшно, получать какое-то осуждение от людей, да, переступать через это все. Ну, это не продается, короче. Намного легче. Опыт не продается, друзья, только приобретается. Расскажи, твой Инстаграм, твой блог, ты сама им занимаешься или у тебя есть какая-то определенная команда, которая структурирует все действия в блоге? Я занимаюсь этим сама. Всегда занималась сама, но был в моей жизни период, когда м, тоже, опять же, я, возможно, поддалась течению, хотя, в принципе, это был очень классный опыт. Я какое-то время работала с командой, то есть у меня была команда, ассистент, человек, который помогал мне там с моими соцсетями, а там ТикТоки, рилсы, посты, большая команда на запуск, продюсер, дизайнер, монтажер. Ну вот, человек 10, наверное, был момент, когда работали над моими какими-то проектами. Мгм. И, конечно, это облегчало мою жизнь, ну, с точки зрения действий я, короче, меньше выполняла. Но на самом деле я поняла, что мне нравится, короче, когда легко. Ну, для меня легче, вот когда есть какая-то небольшая команда, вот под какие-то конкретные задачи, с которыми я конкретно, ну, не могу справиться, потому что у меня нет такой М. квалификации, а большую часть, которую я могу делать, которая мне нравится, я делаю сама. То есть я не могу, например, не представляю, как можно делегировать там а вот ведение сторис или там, чтобы кто-то контент за меня делал. Может быть, я когда-то, конечно, изменю свою позицию, когда, возможно, я стану еще более занятой x там 10 от Мгм. того, что есть сейчас. Может быть, я заговорю по-другому. Но на данный момент мне нравится этим заниматься самой. Если есть какие-то задачи, я нанимаю каких-то там подрядчиков, не знаю, там сделать сайт или там настроить там техподдержку, платформу, что-то еще. А так, базово я занимаюсь сама. Ну и опять же, я сказала, что сейчас у меня нет каких-то больших проектов онлайн. Уже несколько месяцев я ничего не продаю в блоге. Вот, но в ближайшем будущем я думаю, что я к этому вернусь, потому что уже немножко устаканилась студия, просто мне было не до этого. Вот, и там уже все работает само, и я, в принципе, могу подумать, чем я еще могу и хочу заняться. Среди стольких дел, которые ты пытаешься охватить, успеваешь ли ты уделять внимание своей семье, своим котикам? У тебя 2 котика красивых. Каспер. Да. Так, Каспера знаю. Каспер, привет. Каспера знаю. И девочку вы завели еще. Ума. Уму. Кстати, как они между друг другом До ладят. сих пор ненавидят друг друга. Так мило. Да, очень. Так вот, среди всей этой суеты и всего этого шума, получается ли тебе уделить внимание семье, друзьям? Ну, во-первых, мне как-то даже, знаешь, не поднимается язык назвать это какой-то суетой, шумом, потому что я занимаюсь действительно тем, к чему лежит моя душа. И вот сейчас я могу себе позволить даже вот в онлайн-проектах заниматься Мгм. тем, чем я действительно хочу. То есть, если раньше там я могла куда-то там завернуть, потому что, ну, это выгодно, это прибыльно, сейчас я в первую очередь смотрю, нравится ли мне этим заниматься, вдохновляет ли меня это, могу ли я дать что-то людям, и уже отталкиваясь от этого, ну, анализирую какие-то другие аспекты, там, насколько это прибыльно и так далее. Хотя, ну, вот по моему опыту, чем больше ты вкладываешься душой и сердцем в то, что ты делаешь, тем больше люди это чувствуют, и тем больше
ответ от мира ты получаешь в финансовом плане. Короче, Мгм. чем больше ты любишь свое дело, тем больше денег. Вот. И Лайфхак. ну, у меня это работает так. Я занимаюсь на данный момент только тем, что меня очень вдохновляет, что мне очень нравится, поэтому, в принципе, мне даже, знаешь, как-то работой, как будто не поднимается язык назвать то, чем я занимаюсь. Когда-то меня спрашивает кто-то там, ну, а какие планы, чем занимаешься, что делаешь, у меня как-то даже на работе сказать как-то, типа, я в студии, ну, типа, просто пришла там потанцевать. Ну, как ты знаешь, даже я не воспринимаю это как работу, как что-то тяжелое, как какой-то труд. Конечно, ну, фактически я работаю и совершаю очень много реальных действий каждый день, но мне очень нравится моя жизнь, все, что в ней происходит. И, конечно, бывает, приходится чем-то жертвовать. Вот это тоже большая иллюзия, что всегда все может быть в балансе. Вот Мгм. всегда у тебя и там хорошо, и в семье все прекрасно, и вот с друзьями ты там тусишь, и отдыхаешь, на отдых летаешь каждый месяц, и вот в заработке у тебя все супер, и проекты твои все успешные. Это такого не бывает. Ну, я не знаю таких людей, у которых, ну, в Инстаграме, может быть, они есть, но я их реально не видела вживую, у которых прям все сферы жизни в балансе, и вот, ну, прям все идеально. Мне кажется, ну, такого не бывает, потому что когда ты хочешь чего-то достичь, опять же, это очень неприятная мысль, не всем нравится ее осознавать, но тебе, скорее всего, придется заплатить за это какую-то цену, а чем-то пожертвовать, да, там где-то встречами с друзьями, где-то яркостью своей жизни, где-то, возможно, даже здоровьем. Это не говорю, что это хорошо, но так бывает. Поэтому я стараюсь находить этот баланс, стараюсь и с мужем время проводить, когда это получается, когда-то нет, и с друзьями тоже, когда это получается, когда-то нет, и вот отдыхать. Хотела приехать отдохнуть, сделала класс, сходила на интервью, завтра еще на одно интервью пойду. Ну, вот это целая история у тебя получается. Это классно. Ты говорила, что у тебя есть, а, корочка персонального тренера. Ты Мгм. работала персональным Да, тренером. было такое. Правильное питание — это про тебя или же ты позволяешь себе питаться так, как ты хочешь? Как недавно мне понравилось, в "Инстаграме", а, общаются друзья, и один другому говорит: "Так ты же на правильном питании". Он говорит: "Ну, да". Это картошка правильно? Правильно. Мороженое правильно? Правильно. Ну, значит, я на правильном питании. Да, вот это я. Картошка овощ, овощ. Значит, картошка фри из "Макдональдса" подойдет. В чем секрет А, твоей красивой фигуры? Вот я к чему. Танцы. Я считаю, что правильное питание на самом деле очень важно. И в последнее время оказалось, что 25 лет — это уже не 18. Мгм. И м, я вот сейчас начинаю осознавать, насколько важно следить за питанием на самом деле, потому что и для кожи, и для общего состояния, и там, когда я неправильно питаюсь, я чувствую, что, ну, я себя физически некомфортно ощущаю. И вот на данный момент я понимаю, что я готова сейчас ввести какие-то там новые привычки в свою жизнь, но это вообще никак не касается фигуры. То есть Мгм. уже я думаю про здоровье, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы состояние было более стабильное, потому что, ну, как бы работать надо каждый день, а когда встаешь, у тебя болит голова или там болит живот, потому что ты нажрался какой-то херни днем раньше, да, там, и поужинал в "Макдональдсе" в Мгм. 11 вечера, ты понимаешь, что, скорее всего, следующее твое утро, оно, ну, как бы не удастся. Будет Поэтому, так себе по самочувствию. да, поэтому я сейчас стараюсь питаться чище, вот, но насчет фигуры это все танцы. Это все благодаря танцам. И я думаю, что если бы не они в моей жизни, я бы уже не помещалась в дверной проем, потому что я очень люблю покушать. Моя любимая кухня — это грузинская. Я обожаю хачапури, всякие жирные Тоже булки тоже такие. люблю покушать. Я люблю покушать, Да, а покушать любит меня. да, именно так. Поэтому мне приходится компенсировать физической нагрузкой. Я не хожу в зал, я не занимаюсь, опять же, уже у меня был такой период, когда вот я занималась, опять же, сама, я тренировала людей, но в какой-то момент я просто поняла, что я люблю работу с телом, но не на том уровне. Ну, то есть мне просто не скучно. Мне скучно там таскать железки, мне намного интереснее, как ты знаешь, познавать себя и что может мое тело в танцевальном зале. То есть Мгм. и танцы для меня — это самая лучшая практика. Это, во-первых, и для фигуры,
идеально, потому что это очень классное кардио. За одну тренировку, там, особенно по тверку, можно легко сжечь там 1000 и плюс калорий, и причем это будет с удовольствием, да, то есть это не что-то монотонное, это весело, интересно, это классно, это раскрепощает, дарит какие-то классные эмоции, и для меня это вообще самая лучшая практика, и для меня это самая лучшая медитация. Там ты приходишь на тренировку, у тебя в голове просто куча проблем, куча какого-то мусора, шума, и ты выходишь с тренировки полностью обнуленный и намного счастливее, чем ты на нее приходил. Поэтому, да, за фигуру спасибо танцам, и за все остальное как бы тоже. Ты танцуешь также хилс. Ты сейчас преподаешь Мгм. хилс или нет? Да, я сейчас преподаю и тверк, и хилс, но уже Мгм. больше я оставила себе 2 класса в неделю в своей студии. Возможно, в ближайшем будущем я их уберу, чтобы делать какие-то разовые большие классы, опять же, по настроению. Но, есть такой момент. Ну, во-первых, у меня есть, такие мысли, что вот, как я оставлю своих учениц, вот как же так, студия моя, классов моих в ней нет. Это первое. А второе, опять же, я такая, знаешь, достаточно на физическую нагрузку ленивая, если Мгм. честно. Ну, то есть, когда у меня нет поставленных тренировок, на которые я не могу не прийти, потому что я тренер, как бы, если я не приду, тренировка не состоится, то, скорее всего, я ничего не буду делать. То есть Мгм. я, скорее всего, буду сидеть работать, что-то там делать в телефоне, тоже заниматься какими-то там а полезными делами, но физической нагрузки в моей жизни будет минимум. Поэтому вот для меня очень хорошо, что у меня есть вот такая а обязанность, и я каждому рекомендую, потому что когда это вот хаотично, вот сегодня я хочу пойти на тренировку, а завтра не хочу, это не работает. Вот когда у тебя есть вот четкие дни, когда тебе надо пойти, иначе ну все, как бы либо это заплачено там на какое-то время вперед, либо это ты тренер, это твоя Мгм. тренировка, и это действительно очень хорошо работает. И вот это меня дисциплинирует, поэтому я еще тренировки свои со студии не убрала. Вот, но, возможно, все-таки я это сделаю. Новички к тебе приходят, потому что, например, тот же хилс требует определенной подготовки, либо тебе уже неинтересно заниматься с новичками, а ты занимаешься более продвинутым уровнем. Нет, я обожаю новичков. Я вообще не считаю себя каким-то, честно говоря, выдающимся танцором. Опять же, я делаю то, к чему лежит моя душа. Я, в принципе, не вешаю ни на себя никакие ярлыки, ни на кого-то еще, там новички, не новички. Я люблю всех людей, я танцую для всех людей, и я преподаю для всех людей. И но на самом деле вот даже с новичками мне нравится работать больше, потому что я не так давно прошла их путь. Я считаю, во взрослом возрасте заново научилась танцевать, потому что вот где-то 5 лет я не танцевала вообще, ну, 4-5 лет, получается, с окончания школы вот до момента, как я начала танцевать в Америке. И за это время мое тело просто полностью атрофировалось. Если посмотреть мои старые видео, мне сейчас вот даже подписчики не верят, Мгм. говорят, ну как? Ну, это просто 2 разных человека. И, ну, мне понадобилось какое-то время, чтобы тело вспомнило вообще, как двигаться. Вот. И я сама во взрослом возрасте, считаю, прошла, ну, как бы путь новичка Мгм. в танцах, поэтому я их понимаю, и они, наверное, чувствуют, что я их понимаю, поэтому новички очень часто приходят. И, в принципе, я студию открыла для новичков. У нас даже там в шапке профиля написано, что студия для новичков, потому что в Нью-Йорке, да и вообще во всей Америке, здесь, в принципе, танцевальная сфера немного по-другому устроена, нежели вот как в СНГ. Здесь танцы — это больше про какую-то коммерцию, про выступления, про заработок, там, Мгм. про рекламу, про там, выступления с какими-то селебами. Ну, то есть здесь это больше воспринимается как вот какой-то профессиональный путь, и в какую ты студию не придешь, даже если это класс для новичков. Я вот когда, опять же, начала в Америке ходить на классы, у меня был шок, потому что я не то чтобы была самым слабым звеном на классе для новичков, при том, что я танцевала все детство. Я была просто на 100 шагов ниже, чем любой человек, который стоял в этом зале. Ну, то есть потом я просто узнала, что на эти классы для новичков ходят и преподаватели, и люди, которые там по 10 лет уже танцуют. Просто здесь эта сфера, она не рассчитана на новичков. Мгм. И я поняла, что мне тогда просто некуда было пойти, где вот я не буду чувствовать себя говном и слабым звеном. Но, опять же, в моей ситуации это было полезно, потому что я понимала, на что я иду. Мне нужно было расти во всех планах, и в танцевальном, и в ментальном. Мне это очень закаляло. Мне даже нравилось то, что я самая слабая. У меня был такой, знаешь, азарт, что типа, ну все, я в следующий раз приду, Я и вам я всем сделаю покажу. и я сделаю намного лучше. Вот. И у меня была такая мотивация, но человек, для которого танцы — это просто развлечение, способ как-то познать себя, там, знаешь,
раскрепоститься, повысить самооценку, такие классы для них это просто, ну, психологическая пытка. Ты туда приходишь, и, ну, ты не уходишь счастливее, как ты должен уходить после класса. Ты уходишь еще более как бы загнанный, думая, что с тобой что-то не так, что все лучше, чем ты, что как бы, ну, ты, в общем, самое слабое звено. И опять же, это я знаю за вот эти вот 2 года своего преподавания до открытия студии. Практически каждая девушка мне это говорила, что вот я сходила на класс в Нью-Йорке, поняла, что, ну, в общем, это мне вообще не Мгм. понравилось чувствовать себя самой слабой, мне ничего не получилось, ничего не объясняют, хореография очень сложная. Это как бы неплохо и не хорошо, тут просто другая сфера. Тут просто по-другому. В СНГ у нас один как бы формат обучения, здесь другой. Здесь больше как бы ты приходишь на класс, и ты должен отхерачить вообще как в последний Мгм. раз. Тебе показывают хореографию 2 раза, у тебя есть вот 2 раза, 2 попытки, чтобы ее запомнить, на третью ты должен встать и станцевать так, как показал хореограф, ну, грубо говоря. Вот, и, конечно, новичкам тяжело, и поэтому студию я открыла для новичков, чтобы вот такие люди, которые только начинают свой путь, чтобы им было где его начать. Потом, как бы, если они захотят там продолжить какой-то свой танцевальный путь, это будет очень классно, если они пойдут в какие-то другие танцевальные студии, замечательно. Но я считаю, что идеальное место, где свой путь можно начать, это вот наша студия, потому что все классы ориентированы на новичков, все педагоги научены общаться с новичками, преподавать для новичков. У нас очень классный преподавательский состав. Мне все девчонки вообще говорят: «Господи, как ты их нашла? Почему мы никогда не видели этих девочек в Нью-Йорке?» Вот, и да, в общем, студия у меня для Видишь, ты новичков. притянула к себе таких людей, Да. которые умеют работать вот с такими новичками и воодушевлять их. Потому что на самом деле, наверное, ты знаешь, девочки приходят, и особенно такие танцы, как high heels, twerk, это вот про ту сексуальную энергию, Мгм. которая работает далеко не у Мгм. всех. И девчонки такие, они иной раз стесняются, боятся выглядеть как-то Мгм. не так. Но ты даешь им как раз-таки тот шанс почувствовать себя той секси-девочкой, которая научилась танцевать. У таких прекрасных преподавателей. Друзья, обязательно мы оставим для вас ссылку на школу танцев Леры в Нью-Йорке. Переходите, возможно, вы тоже захотите научиться так круто танцевать, как это делает Лера. Лер, спасибо тебе огромное. Это было классное, такое душевное, простое, как и мы с тобой обсуждали интервью. Абсолютно ненавязчивое, абсолютно естественное. Я обожаю вот такой формат. Спасибо тебе огромное, что откликнулась на наше предложение. Мы Спасибо, всегда что пригласила. рады тебе. Я желаю тебе процветания. Я желаю вот этой твоей энергии, чтобы она не иссякала, потому что она не только помогает твоему собственному развитию, она воодушевляет людей, она мотивирует. И это Спасибо. действительно круто, и это действительно дорого. Спасибо. Спасибо тебе Спасибо тебе огромное. большое. Мне было очень приятно. Это был мой первый, опять же, опыт интервью, самый прекрасный, который мог бы быть. Поэтому спасибо за классные вопросы, спасибо, что позвала. Мне очень понравилось. Надеюсь, еще увидимся. С любовью, друзья, к вам. С любовью к тебе. Спасибо большое. Всё, пока-пока. Ну, круто же.